Мужчины, здравствуйте! Всех приветствую у себя в гостях. Кто со мной еще не знаком, давайте познакомимся. Меня зовут Алла. И сегодня давайте рассмотрим тему общего расклада. Какой женщине вы нужны и для чего вы ей нужны? Расклад будет общий на 2 позиции, поэтому загадайте цифру 1 или 2. Можете посмотреть 2 варианта, если вам и та карта отзовется. Помним о том, что это общий расклад, это не личное гадание. Для обращения за личным гаданием мои контакты на экране. Обращайтесь. Так, ну что, поехали. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и определяемся с вариантами. Это будет первый. Это будет второй вариант. Так, смотрим, что тут есть. Значит, единички, 6 мечей. Ну, тут, конечно, отношение достаточно взрослое. Значит, кому подойдет первый вариант? Однозначно не для новых отношений. То есть тут вариант для тех, кто давно вместе. То есть давно это так лет 5 и, и больше. То есть от 5 лет и больше. Здесь про то, что в ваших отношениях тут было много всякого, и хорошего, и не очень хорошего. Вы уже закалились в этих отношениях, и тут можно сказать, что вы больше друг для друга, чем просто мужчина и женщина. Сейчас давайте глубже раскроем тему. Ну, здесь, видимо, были расхождения какие-то, может быть, вы тут брали паузы даже в отношениях. У кого-то даже отыграется, что вы могли здесь, не разводясь, не жить вместе. Ну, то есть, она себе жила, вы себе жили. Типа, знаете, как люди часто говорят, давай возьмем паузу в отношениях, там, типа, давай побудем пока по одному, давай пока отдохнем друг от друга. Так, от чего вы тут так устали? Борьба тут у вас какая-то. Очень много ожиданий. А кто тут так ожидал? Вы или женщина? Женщина. Вы здесь тоже очень сильно устали от этих отношений, на самом деле. Здесь отношения последнее время, ну, опять же, расклад общий, поэтому кто-то на сейчас может быть вместе, кто-то сейчас расстался. То есть вы так называемый, в такой пресловутой паузе сейчас можете находиться в отношениях. Здесь суть в том, что или в силу того, что вы длительный период в отношениях, и вы уже перестали, скажем так, вкладываться в эти отношения, то есть вы уже, знаете, как плывете по течению, типа, как идет, так и идет. И у многих здесь отыграется, что это была ошибка, потому что у многих тут было, что вы воспринимали ее как шкаф в квартире, у кого-то отыграется, что она воспринимала вас как мебель в квартире, то есть вы тут настолько как-то перестали замечать друг друга. Здесь настолько как-то отчуждение было между вами, настолько моральная, эмоциональная дистанция, что какое-то время, я думаю, что вы тут оба думали про развод, может быть, даже кто-то разводился, и потом сходился, но уже официально не женились. То есть отношения здесь как-то напичканы каким-то, знаете, вот здесь основная аура первого варианта – это усталость. Усталость и разочарование друг от друга. Хорошо, почему-то вышло в раскладе, какая женщина любит, какой женщине вы нужны, вернее. Ну вот смотрите, как бы она тут от вас не устала, но здесь есть страх вас потерять, и женщина здесь вас отпускать не хочет, хотя варианты здесь есть. Карты говорят, что в принципе, если бы она захотела, то тут появился бы сразу какой-то другой мужчина. У кого-то отыграется, что этот мужчина уже есть в ее жизни в качестве какого-то поклонника или в качестве какого-то там, не знаю, приятеля, вот в таком формате. То есть этот мужчина присутствует в ее жизни уже. Напоминаю, что расклад общий, поэтому, ребят, у кого-то это может не отыграться, это нормально, потому что этот расклад для 1000 людей. То есть воспринимается это больше как подсказки, но не как неотъемлемая часть для того, чтобы пойти и прям
делать какие-то действия по общему раскладу на YouTube. Здесь все-таки больше про то, что да, вроде бы как, знаете, как в пословице, он для меня дорог как память. То есть когда вроде любовь уже прошла, да, но вот почему-то человека ты не отпускаешь. И на вопрос «почему?» человек отвечает, как правило, типа «мне он дорог», или там «я привыкла», или «для меня ты человек как родственник», или «для меня ты человек как, вот не знаю, там, неотъемлемая часть меня». То есть тут у вас нет никакой сепарации друг от друга. Здесь про то, что вы как-то за время ваших отношений, вы как-то слились друг с другом и потеряли, в принципе, вот ощущение самих себя. И здесь, по сути, я могу так сказать, что ваша вот эта так называемая усталость друг от друга, это потому что каждый из вас потерял себя в этих отношениях. Здесь очень много какой-то токсичности, такой, знаете, токсичной привязанности, есть абьюз в этих отношениях, много эгоизма. Здесь, в принципе, если давать какие-то советы, по общему раскладу подчеркну, то здесь прежде всего нужно, чтобы каждый из вас осознал, что вы слились в одно целое. Каждый из вас забыл вообще, как это быть самим собой в этих отношениях. Вы здесь регулярно, видимо, нарушали личные границы друг друга, вы здесь жили интересами друг друга, вы здесь потеряли вообще понимание самобытности в этих отношениях, и как бы вы, знаете, как сплелись вот в какой-то симбиоз мужа и жены и потеряли как бы в принципе себя как личности. И вот на этом фоне у вас началась агрессия и раздражительность друг на друга. Хотя на самом деле здесь очень много выпало хороших карт, которые говорят о том, что ваши отношения, в принципе, они крепкие. Эти отношения можно развивать, эти отношения можно склеить, вот как разбитую тарелку. Над этими отношениями можно работать, эти отношения можно вернуть, но, ребят, здесь предстоит очень большая работа, потому что, знаете, вот возьмите такую ассоциацию. Если, ну, кто огородник, тот меня поймет, кто не огородник, значит, просто провизуализируйте. Например, вы выращиваете арбузы на огороде. И вот когда вы видите рядышком два красивых больших арбуза, то вас такая картинка радует, правильно? Потому что это целый арбуз и тот целый арбуз, а не два полноценных арбуза. А теперь представьте себе картинку, когда два арбуза срослись. И это выглядит уродливо, ну и плюс как бы кушать такое чисто визуально как-то не прикольно. Ну и плюс, когда вы разрезаете такой арбуз, он будет деформированный внутри, он будет не сладкий, он будет какой-то кривой, косой. Ну, в общем, как бы такое, знаете, такие арбузы, как правило, всегда выбрасывают, потому что это какая-то аномалия получается. Вот я бы сказала в ассоциативном подходе, что ваши отношения, они какие-то аномальные. То есть вы потеряли здесь индивидуальность каждый. Вы здесь срослись друг с другом, вы как-то перестали поднимать свои чувства, эмоции, желания, вот где мое, а где твое. И вот на этом фоне основаны все ваши вот эти «я хочу от тебя отдохнуть», там «дай мне время», «давай расстанемся на какое-то время» и так далее. Поэтому тут вам предстоит очень большая работа, прежде всего над самим собой. Ну, а потом уже, как говорится, если вам эта женщина ценная и важна, то, в принципе, у большинства здесь отыграется, что можно вернуть эти отношения и даже можно их сгармонизировать, потому что чувства у этой женщины есть. Она вас до конца не отпустила. Кому нужна помощь, поддержка и разбор вашей личной ситуации, обращайтесь ко мне за личным гаданием. Мои контакты на экране, потом пишите мне в WhatsApp или в Telegram. А мы сейчас переходим ко второму варианту. У кого первый не срезонировал, посмотрите второй. Кстати, отпишитесь, у кого срезонировал первый вариант. Подписывайтесь и ставьте лайки. Мне очень приятно, когда вы пишете особенно адекватные комментарии, ставите лайки, подписывайтесь. Я таким образом понимаю, что вам интересна эта тема, и вы меня, естественно, мотивируете на то, чтобы снимать вам дальше видео. Общие расклады. Так, теперь мы смотрим двоечку. Ну, здесь у вас однозначно сейчас какая-то засада в отношениях. Вы сейчас либо заблокированы,
у этой женщины, либо вы прямо, как говорится, вот-вот сейчас поссорились, может быть, даже там пару часов назад вы поссорились, здесь какие-то большие претензии, здесь какие-то прямо обиды, оскорбления. Так, а чего вы тут так друг к дружке относитесь, с чем это связано? Так, что тут между вами происходит? С чем связана ваша агрессия? Угу. Смотрите, любовь здесь есть, чувства здесь есть. Но меня тут очень многое что смущает, на самом деле. Хоть тут и чувства есть, хоть тут, как говорится, и вроде бы все хорошо было. Ребят, смотрите, расклад общий, поэтому здесь может отыграться и в вашу сторону, и в ее сторону. Расклад не личный, поэтому, естественно, тут может отыгрываться и туда, и сюда. То есть и в сторону вас, как зрителя, и в сторону женщины. Значит, вначале здесь вот как бы изначально эти отношения как-то были такие, знаете, как будто женщина вам, у кого-то в лицо вам говорила, а у кого-то подразумевала, что вы не соответствуете вот ее идеальным представлениям о том, какой должен быть мужчина рядом с ней. И женщина здесь могла вам транслировать это на протяжении всех ваших отношений. Многие здесь уже ссорились, расставались, разводились, ругались. То есть тут у всех будут вот прям, по-разному, но суть в том, что вы здесь как-то воевали друг с дружкой, и женщина все время как-то пыталась вас то ли унизить, то ли задвинуть, то ли как-то показать, что ты там вот не дотягиваешь до меня, и вообще ты меня недостоин, вот в таком формате. Потом у многих здесь могло все поменяться. То есть вы здесь либо как-то стали успешным, либо построили свой бизнес, либо нашли какую-то классную работу, либо купили недвижимость, машину. То есть, короче говоря, вы как-то поменялись. Вы тут как-то поменялись, и здесь я вас разделю на два лагеря. Так как расклад общий, то тут вот два основных варианта в этом общем раскладе. Значит, у кого-то здесь отыграется, что женщина ушла от вас к другому, и за тот период времени, пока она была с другим, вы как-то расцвели. Вот такое ощущение, знаете, что у вас как поперло вверх. Может быть, карьера, может быть, вы как-то похудели, пошли в спортивный зал. Не знаю, там поменяли прическу, поменяли стиль одежды. Короче, какой-то вы такой стали классный, вот каким вы раньше не были. То есть вот этот развод, он для вас пошел на пользу. Либо там расставание, если вы не были женаты. Она об этом узнала. И после того, как она об этом узнала, она поняла, что все-таки вот тот второй мужчина, он как бы вообще не то, что она хотела, а вот вы, наконец-то в ее глазах стали ценным. И на сейчас как бы вот здесь может идти битва, потому что вы можете ее отправлять уже, как говорится, типа все, до свидания, а она теперь вот поняла, что вы для нее ценный, и она не готова вас отпускать. И сейчас она в вас вцепилась, и, конечно, вы сейчас нужны, потому что, как бы ваш развод, либо ваша ссора, разрыв ваших отношений явились, вернее, катализатором вашего личностного роста, или там социального, или финансового роста. То есть, короче говоря, вы стали лучше в десятки раз. И она поняла, что вот теперь как бы вы точно соответствуете ее ожиданиям. Возвращать или не возвращать, дело тут каждого из вас, это личное дело. Никакие тут советы давать не буду. И второй, ребят, лагерь, смотрящих этот расклад, это про то, что здесь женщина, она могла не изменять. Она могла просто, например, там походить на свидания с какими-то мужчинами, может быть, там на сайте знакомств познакомилась. У кого-то отыграется, что она посмотрела на мужей своих подруг. У кого-то, знаете как, вот она начала изучать, в принципе, вот другие семейные пары. И такое ощущение, знаете, вот в Украине есть такая программа, господи, как же там, «Меняю жінку», по-моему, да, называется. Кто смотрел эту программу, напишите в комментариях. По-моему, «Меняю жінку». Так вот, там в этой программе, когда вы меняете с женами, там вас снимают, естественно, да, вот как бы эта передача. То есть вы уезжаете в другой дом, не так, вы в свой дом приводите вот эту чужую жену,
И как бы вот пытаетесь теперь слепить на камеру новые отношения, у вас свои привычки, у него свои привычки. А ваша жена переезжает в дом к другому, к чужому мужу, и там вот тоже камеры их снимают, типа вот как они, совершенно два разных человека, вот будут жить в новых реалиях. И очень часто вот потом такие, скажем, участники этой игры, этой передачи, вернее, они потом говорят: боже, я вот это побыла там в тех отношениях, я поняла, какой у меня идеальный муж, я поняла, насколько мы классная пара, я поняла вообще, насколько я была счастлива, я этого не оценивала, я этого не видела, я этого не понимала. Вот здесь такая же точно штука. То есть такое ощущение, знаете, вот как будто она смогла сравнить. Я буду, конечно, смеяться, если тут у кого-то действительно окажется, что вы участвовали вот в этой программе «Шука, меняю Жинку». Но вот если вы даже не являлись участником таких передач, то здесь женщина действительно имела какую-то возможность вас сравнить с другими мужчинами, и она поняла, что нет, мой муж реально офигенный. Я, конечно, тут что-то не досмотрела, не доглядела, и теперь я поняла, что я точно не готова его отпускать. То есть тут произошла какая-то такая, знаете, смена реальности в голове и смена видения вас, как ее мужчины, в лучшую сторону. Давайте вам достанем совет. Шестерка пентаклей. Ну, давайте так, у кого здесь жена не изменяла, а вот именно как сравнила вас просто с другими мужчинами, то здесь женщина готова в припрыжку возвращаться к вам в отношения, потому что она теперь поняла, какова ваша ценность для нее. Ну, а те, кто изменил, здесь, конечно, она тоже сидит такая, знаете, кусает локти, но тут уже от вас будет зависеть, насколько вы готовы ее принять. В принципе, с учетом того, что тут вышел аркан башня, то я думаю, что те, у кого тут вариант с изменой был, то вряд ли вы его, конечно, хотите уже возвращать, она это понимает, потому здесь женщина, конечно, сожалеет, но уже не вернешь того, что было. Вот такой вот ваш, двоечки, был расклад. На этом все. У кого срезонировал, отпишитесь в комментариях. Кому понравился расклад, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, обращайтесь за личным гаданием, кому необходима помощь, подсказки. Ну, собственно говоря, все. Всем желаю хорошего вечера, хорошего дня, хорошего утра, кто из какой страны. И всем до новых встреч. Пока.